A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. 11 лет никого не помню, меня не пускали. Здесь надо тут прочитать. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Но, похоже, я была не первой, кто через нее перелез. My brother Milton disappeared when Мой I was брат 4. пропал, когда мне It было was like the 4. Дом, house just казалось, просто swallowed him up. бесследно его поглотил. Ньютон. Так, пойдет. Игру надо просто потише сделать. Вот и все. Так. Не знаю, как открыть дневник. Я жила тут до 11 лет, но в половину комнаты меня не пускали. Привет, Илья. В почтовом ящике я нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». Только взять их нельзя. Я не была здесь со дня похорон моего брата. Моя мать оставила мне вместе с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открывает. Может, она думала, что я сама догадаюсь, или считала, что самой этой тайны хватит, чтобы я решила вернуться. Финч. Машины сюда очень давно не заезжали, но я заметила несколько отпечатков копыт. Правда в том, что даже получив дом в наследство, я и не думала сюда возвращаться. Но теперь у меня были вопросы о моей семье, ответы знал только дом. Дом был в точности таким, каким я его запомнила и каким он мне снился. Однажды я спросила Эдди о драконе в пруду, и она ответила, что он убил ее мужа.
Мне было 6, и тогда это прозвучало как странная шутка. Норм? По цветам. Но я просто поменяла. А что тебе слева идет? Так ты смотри стрим только. В детстве дом вызывал у меня тревожное ощущение, для которого я не могла подобрать слов. Теперь, когда мне уже 17, я точно знаю, что это было за чувство. Дом меня пугал. Из гаража доносились какие-то звуки. Я надеялась, что этот ключ от парадной двери, но он не подошел. В 11 лет пролезать в эту дверцу было намного легче. Так а открыть ты ее не пробовала ключом этим? Электричество отключили в ту ночь, когда мы уехали.
the first time in years. Впервые за несколько лет. I felt like I was home. Я чувствовала себя дома. But instead of a family, there were Правда, от just семьи memories of остались one. только воспоминания. Почему? Like how only one restaurant would deliver to our Скажем о том, house, что только so we один had ресторан Chinese a lot. соглашался делать доставку в наш дом. Поэтому что-то там. Поэтому мы привыкли к китайской кухне. Будь здоров. The table was still a wreck from the night we На столе left. был тот беспорядок, какой мы оставили перед отъездом. Nothing in the house looked abnormal. Ну, это There was совершенно just обычный too дом, much of но it, его like a smile with too many teeth. будто улыбка, когда видны сразу все зубы. Even the fireplace had a story. Своя история была даже Edie told me the у bricks камина, came from the original house численного after it sank. затонувшего дома. Свет горит откуда-то. Mom always told me to stay out of the Мама basement, строго нас so тебя I wasn't запрещала мне too даже surprised заглядывать в when the подвал, key так что didn't меня fit. ничуть не удивит, что ключ не подошел. Обожаю шкатулочки. Я так хочу себе шкатулочку музыкальную. Along with the rest of the house. Дедушка сделал музыкальную шкатулку, как и все остальные, как и все остальное в доме. Классно. Птичка красивая. Таракашки какие-то, жучки на стене. Засушили их, видимо, бабочки, муравьи. Хочу себе музыкальную шкатулку, чат. Так, здесь мы были, это кухня, да? Да, пойдемте сюда. Много чего осталось от этого бурного последнего дня. Мама вовсе не была оптимисткой, но никогда не теряла веры в то, что мой брат жив. Однажды Эдди сказала мне, что каждый из когда-либо живших Финчей погребен где-нибудь в библиотеке. Скрипки. Ну, походу, скрипка виолончель. Или этот альт.
Еще птички. Блин, такой домик приятный вообще, чат. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Мама заперла все спальни после того, как пропал Милтон. Then Edie retaliated and drilled В peepholes. отместку Эдди просверлила дверные глазки. I spent a lot of time playing in Great Я Uncle часто Walter's играла в room. комнате дверной дедушки I think my mom Уолтера. sometimes regretted Наверное, not мама sealing it up. пожалела, что не запирала и ее. Lewis told me there were secret passages, but I never Льюис believed рассказывал him. мне о потайных ходах, но я ему не верила. Turns out, my mom was really Как good at keeping выяснилось, моя мама secrets. хорошо умела хранить секреты. Now it was time to find out what my mom had been Теперь afraid настало of. время узнать, чего же так боялась моя мама. Не, подожди, мы еще не все обследовали. Исследовали, осмотрели. Whenever people ask me about my Когда бы мне не family, задавали вопрос в the связи first с thing моей they always want to семьей, know about is первым делом было Barbara. обязательно спрашивали о Барбаре. Edie's father Odin built the Самый original первый дом house. построил один отец Эдди. Что? Один? Наверное, это имя типа. Barbara was a child star for Барбара 2 целых 2 years, года была юной until звездой, America пока grew out Америка of от нее it. не устала. Сейчас и туда зайдем тоже. Сначала тут посмотрим. The last time I was in Последний Edith раз, когда я Senior's была в room, комнате I Эдит was 10 старшей, and she мне was было painting my 10, и она portrait. рисовала мой портрет. As a kid, I just В assumed every детстве я house had считала, что в peepholes and любом sealed доме rooms есть you weren't дверные allowed глазки и inside of. запертые комнаты, куда нельзя входить. My grandpa Sam spent Мой 7 дедушка years Сэм на sharing a room with his протяжении dead 7 brother. лет делил комнату со своим Calvin. покойным братом Калвином. Mom must have locked the third floor stairs Должно on the быть, night мама we заперла left. лестницу наверх в тот же вечер, когда мы уехали. Ну вот, теперь можно идти туда. Здесь мы смотрели. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, Были бы if подружками, she hadn't только died in она умерла 1947. еще в 1947. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had По been here рисункам на before стене me. было ясно, что до меня здесь был мой брат Милтон. Reading this, maybe it Сейчас, sounds like глядя I со had a стороны, plan, может показаться, что у меня был план. but I had no idea what Но я was не behind знала, that что за door. той дверью. Just like I had no idea where all this was Я gonna вообще lead. понятия не имела, к чему все это может привести.
В детстве я часто заглядывала в комнату Молли через дверной глазок. У хомяка Молли была крошечная спаленка, а в ней даже миниатюрная клетка. Впервые оказавшись внутри, я чувствовала себя так, будто шагнула в картину на стене. Я чувствовала, что Эдди проводила тут немало времени еще до того, как моя мама заперла двери. Другой от меня скоро не станет, но я хочу рассказать кому-то, что произойдет. Все началось, когда мама отправила меня спать без ужина. Я проснулась очень голодная и начала искать, чего бы поесть. Конфет с хлоем уже не осталось. Ух ты, рыбки. Хотела даже Кристофера съесть, но передумала. Высох, но еще жевался. Привет, Рамиль, еще раз. Мам, мне уже можно выйти? Малышка, уже поздно, ложись спать. Я все ела и ела. Этой ночью я много чего ела. Я услышала за окном чириканье. Ласточка возвращалась в свое гнездо. Я потянулась к ней. Зачем? Ты же пойдешь. И вдруг... Ого. Я стала кошкой. Я была осторожной, но птица очень испугалась. Я прыгнула и почти поймала ее. Она уже начала уставать.
Теперь я залезла на большое дерево. Обещала папе больше не лазить так высоко. И сейчас мне надо было поймать эту птицу. Я съела ее. И вдруг я стала совой. Привет, бро, еще раз. Сначала был только ветер, а потом я услышала, как в траве постукивают чьи-то зубки. Офигеть, я летаю, чат. А как вниз спуститься? Я смотрела на него и представляла, какой он видит меня и мои когти. Жесть. Я полетела искать добычу побольше. Жесть. Едва подняла ее. Давилась, но не могла остановиться. Я стала акулой. Я спустилась с обрыва и упала в океан. Высветилось еще больше. Everything had changed. Now I was a monster and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't.
After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have. Хотела есть, So I почувствовала swam что-то towards it. новое вдалеке. I slithered onto the sand, and the good smell Я went into познал an по old pipe. песку, и приятный запах завел меня в старую трубу. Стримная игра. I got closer and Я была closer. уже близко. А, это ее комната. В всех моих All my животах stomach started growling, крутило и урчало. and suddenly И that was вдруг me. я снова стала I собой. held my breath for a long time, but I couldn't hear Но anything. ничего не услышала. I think it's waiting for me to fall asleep. Думаю, оно But ждет, it's пока я not going to усну. wait much longer. It needs to feed, and we both know I will Мы be оба знаем, что я буду delicious. очень вкусной. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. This will be obvious later, but Позднее это my mom станет never очевидным, told но me моя any of these мама никогда не stories. рассказывала мне ни единой из этих Edie would историй. have, but mom didn't like bringing up Эдди the past. рассказала бы, но мама не хотела ворошить So, прошлое. when we adopted a stray kitten, Впрочем, когда мы приютили she was the one бродячую who named it кошечку, именно Molly. она решила назвать ее Молли. I spent a lot of time Я in проводила great-grandma много Edie's времени room. в комнате прабабушки Эдди. Lewis died a week before we left. Льюис but умер Edie за had неделю already до started нашего to отъезда, но memorialize Эдди him. уже пыталась увековечить его память. Her room was like a Ее museum. комната была как музей. For 500 years, the Finches Уже have been полвека famous семейство throughout Norway Финчей for their славится на fortune. всю Норвегию своим and богатством и misfortune. несчастьями. Odin Finch buries the Один latest Финч victims of the family хоронит curse. последних His жертв wife семейного Ingeborg and their проклятия, свою newborn жену son, Johan. Ингеборгу и новорожденного сына Йоханна. On January 7, 7 января 1937, 1937 he года set он и sail его with his родня family прямо вместе and с his домом house, пускаются в дальние hoping to leave the плавания в curse надежде behind. оставить проклятие позади. But 40-foot waves Однако off у the coast берегов of Вашингтона Washington 12-метровые send the house and волны Odin to прибоя the bottom of отправляют the дом sea. и самого Одина на морское дно. Odin's daughter Edie, with Эдди, husband дочь Sven and Одина, baby ее Molly, муж Свен step и ashore on малышка their new Молли home, выбираются на берег своего Orcas нового Island. дома, острова Касаток.
Odin Finch становится первым, кого хоронят на новом семейном кладбище. Тем временем его дочь Эдди уже мечтает о новом доме Финчей. Уже полвека семейство Финчей славится, ну все, она заново пошла. Что бы ни творилось с этой семьей, началось уже... Что? Я сам скажу. Началось-то уже очень давно. Рассказывая другим о том, что Свена убил дракон, Эдди имела в виду, что на него рухнула конструкция в форме дракона, которую он возводил. Правда, она забывала упомянуть. Ей было уже 90, но порой казалось, что она гораздо моложе моей матери. Забывала упомянуть об этом вслух. Там было в предыдущей фразе. Блин, как красиво. Ну, я розовый не люблю, но тут так красиво. Кей, первая жена девушки Сэма, оставила в доме единственный след — розовую ванну. Впрочем, это был очень заметный след. В этой ванной есть секрет. Так, а ну-ка. Он указывает на тумбочку. Он стоит той интриги. Не надо лезть за ним в буфет. Он спрятан в этой книге. О, как. Не лезь, пожалуйста, туда, еще не все исследовала. Вернись. Давай сначала все посмотрим. Дверь открыть нельзя. А что с этой дверью? Ясненько. Каждый год Эдди вязала мне пару варежек, как раз когда прежняя снашивалась. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Подарил старый фотоаппарат. Его почти не выпускал из рук. А, это комната этих двоих.
Я знала, что у девушки с Сэмом был брат-близнец. Не говорили даже о том, что сам девушка никогда что-то там. Не заговаривал. Думаю, девушке такие истории понравились еще меньше, чем моей маме нравились. Кем я хочу помнить своего брата Сэм Финч. Вот что я помню. Приняв решение, он никогда не отступал. Однажды он сказал, что скорее умрет, чем еще раз попробует грибы. Так и было. На похоронах Барбары мы поклялись, что никогда больше не будем бояться, и он не боялся. Думаю, Калвин всегда мечтал взлететь. Сэм, Калвин, обедать. Уже идем. И в тот день наконец-то решился. Я говорила ему, что не выйдет сделать полный оборот. Не скажи этого, кто знает. Калвин, сколько тебе еще ждать? И не будет того сильного ветра. Разыграть скоро сейчас. Может, он все еще был бы с нами, я сомневаюсь. Думаю, тогда он уже принял решение. Именно таким я хочу помнить своего брата. Это тот день, когда он решил взлететь. И полетел. Жесть. Казалось странно знакомый, когда я была младше, сама чуть не сделала в точности то же самое. После похорон Эдди огородила веревкой половину комнаты, где жил Калвин. Ту половину комнаты, где жил Калвин. Мама рассказывала, что дедушка Сэм пошел в армию, как только ему исполнилось 18, и никогда больше не входил в эту комнату. Что нам хотите сказать, назад надо идти? Проходы оказались чертовски узкими. Они явно были рассчитаны на кого-то с животом поменьше. Мы тут были. Наверх закрыто. Тут комната Барбары. И мы, если сюда пойдем, то в комнату Барбары попадем. Здесь я всегда представляла себе Барбару звездной девочкой.
О, гитарка. I never thought about how hard it must have been for her Я никогда не afterwards. задумывалась о том, как трудно ей пришлось после такой популярности. Меня удивляет, что из самых разномастных историй, написанных в ту пору о смерти Барбары, Эдди сберегла... Сберегла что? Именно это. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. Последний сюрприз Барбары Финч. The surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Юная звезда Барбара Barbara was famous прославилась for her своим криком. Она вышла в тираже уже к 16 годам, потеряла популярность. Но по счастливой случайности ей предложили исполнить свой фирменный клип на местном слете любителей ужастиков. И это было именно то, что могло бы оживить ее. К сожалению, крик ее с возрастом подпортился. Могло быть лучше. Но тебе просто нужен хороший стимул. Однако не успел Рик, ее самый горячий поклонник, а нынешний бойфренд, развить свою мысль, как Крейг. О, какой классный вопль. Это был Свен, отец Барбары. Он сунул руку под циркулярку, и его спешно повезли в больницу. А Барбара в итоге осталась дома присматривать за младшим братиком Уолтером. Триумф на большой сцене пришлось отложить. Что я слышу? Скорее раздражение, чем страха. Что если... Сегодня на острове шайка хулиганов Москвы, полиция призывает жителей... Ты что, в подвале? Похоже на то. Кстати, ты так артистично это сказала. А почему дверь в подвал заперта? Потому что папа обожает головоломки и тайные ходы. Ключ спрятан в музыкальной шкатулке. Секрет вот в чем. Крутишь ее и крутишь, пока не выскочит ключ. Спасибо, милая. Я мигом. Прошло 20 минут, а Рик так и не вернулся. Барбара пошла его искать. Что ей требовалось? Она подошла к музыкальной шкатулке. И пока вертела ручку, прислушивалась, не возвращается ли Рик. Но в доме было тихо. Она нашла костыль Рика и приготовилась к худшему. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Главарь банды, печально известный доктор Карл, убит с криком, который зарезал и сделал всю свою семью в этот день ровно 10 лет назад. О боже. Стон. Рик? Ну, успокойся, Барбара, я просто хотела напугать тебя, чтобы ты исполнила свой крик. Но я не напугана, Рик, я в ярости. Так веди себя как человек в ярости, пока что я вижу, что ты расстроена, растеряна и...
Она выставила его за дверь, но сохранила сувенир на память. Эй, Барбара, не видела моих драгоценностей? Она так и заснула с ним в руках, когда смотрела вечернее кино. Шли часы. Уолтер, что там такое? Бу. Если это какая-то шутка, Уолтер, тебе конец. Уолтер, ты здесь? Уолтер исчез, но радио в кровати еще работало. Полиция сообщает, что это высокий мужчина с стальным крюком на стройке, затем следует запереть все двери и окна сразу. Звонить полицейские, заметить что-то подозрительное. Барбара вернулась и увидела человека с крюком. И потерял дар речи. Он был настроен решительно. Но кто бы это ни был, он не собирался оставлять Барбару в покое. От Барбары должен быть другой выход. Всю ночь она играла свою роль безупречно. Дверь комнаты Молли не открывали много лет. Петли заскрипели. Он не шевелился, но она чувствовала, что это, возможно, еще не конец. Игра как будто создана по мотивам комиксов. Я вообще хочу, что за игра, мне Коля сказал поиграть. Я так же, как и вы, впервые вижу, и ничего, ни трейлеров не смотрела, ничего. Человек криком исчез, она напряглась, пытаясь услышать его дыхание. И вдруг звонок в дверь. Человек с криком исчез, кто-то у двери не мог дождаться, пока Барбара откроет. В двери она слышала шепот. Звук шел из глубины дома. О боже. Сюрприз. Браво, Барбара. Ты великолепно на себя любим. Монстры устроили сюрприз. Сбылась заветная мечта. Барбара. Мечта Барбары. А потом она гляделась с ней, как вдруг поняла, что теперь будет. Она станет очень известной. И с последним своим криком Барбара Финч исполнила самый лучший в жизни крик. Меня там не было, но по слухам Барбара была великолепна. Бедная девушка, она мечтала стать звездой. Но ее поклонники в итоге пытали вкус звездам. Разумеется, полиция свалила все на бедного Рика, который той ночью пропал. А как же наш Уолтер? Он все это время прятался под кроватью. Он тяжело пережил случившееся, но это уже другая история. Что до Барбары, то все, что от нее осталось, носилось в музыкальной шкатулке. Ее ухо.
Короче, ухохочешься. А, ухохочешься. Ну и жесть. Коль, ты понимаешь, что эта игра мне психику может сломать? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. Эдди говорила, что Барбара просто хотела, чтобы ее помнили, каким бы нелепым ни казался этот комикс. Может быть, именно ее развязку Эдди сочла счастливой. Крутишь? Тебе так сильно давит на тебя или что? Ну, типа, это какая-то такая херь, которая ломает мне мозг. Серьезно? Да, я вообще не понимаю сейчас суть игры. Просто пройти и понять, ну, концовочку. Долго еще будет? Ну, не знаю. Мне она настолько понравилась, атмосферно есть. Просто фильм посмотрел такой вот. Тебе не нравится? Если нет, то пойдем. Я думал, тебе понравится. Ошибка. I guess now I know why Mom didn't like me playing Признаю, with the почему music мне не box. нравилось, когда я играла с этой музыкальной шкатулкой. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Находила ключи от подвала. Так, а где шкатулка стоит? Нам надо мне взять ключ от подвала. Вот, кажется, справа. О, бильярд. Чат, поиграем в бильярд? Я бы поиграла. Коль, погнали в бильярд прямо сейчас. Куда погнали? В бильярд. Че, прикалываешь? Нет, прямо сейчас. Да, мне ни до чего. Я чуть первую голову. Ясно. Mom said the basement was off limits. Мама говорила, что Unless I подвал это wanted another запретная tetanus территория. shot. Я ведь не хочу уколов от столбняка. I saw Edie sneak down to the basement once. Знаешь, что я видела, Carrying как Эдди packages. прокрадывается в подвал с какими-то пакетами. I thought maybe she was hiding Я думала, presents. что она прятала там подарки. It turned out she was hiding a lot more than that. Оказывается, там скрывалось нечто большее. I remember asking Mom once about Помню, where однажды Walter я had gone. спросила маму, куда делся Уолтер. She said after Barbara Она died, he ответила, got что as после far away смерти as he Барбары could. он решил идти очень-очень далеко. If there's a pattern in all these Если у всех stories, этих историй и есть что-то общее, I think it's that none of us has думаю, gotten они very в том, far. что никто из нас далеко не ушел. Прощайте, поверить не могу, что я проработаю 30 лет. В тот первый день, когда началась тряска, я... Я сомневался, что протяну хотя бы неделю. Но через несколько дней я вышел в режим. Это и помогло мне сберечь рассудок.
Четкий режим, жизнь по расписанию. Я все время осознавал, что до завтра могу не дожить. Но если ждешь достаточно долго, ко всему привыкаешь. Даже монстр по ту сторону двери становится привычным. Чуть ли не родным. Но однажды все просто прекратилось. Чем бы это ни было, оно исчезло. Музыка красивая. Может, она устала ждать. Прошла уже неделя, самая долгая за все 30 лет. Хватит ждать. Ничего не вижу. Мне нужно выбираться, пока могу. Я знаю, что она где-то там. За что убила Барбару? В детстве Гриша тетя была в командировке во Франции и привезла несколько комиксов пив. Так он в школе был первый парень на деревне. Для нас эти журналы были чудо дивные. Просто что-то нахлынуло. И Молли. И Келвина. Быть может, все это ошибка. Но хватит снова и снова повторять один и тот же день, даже если это меня убьет. Что бы ни ожидало меня там, хочу, чтобы вы знали, я готов. Я буду благодарен за все, особенно за еду. Я согласен на что угодно, даже если у меня впереди всего 1 год, или месяц, или всего неделя. Я буду рад даже одному единственному дню. Я уже чувствую, как весь сон на свете. Уолтер умер, когда мне было 6. Не могу поверить, что мама так и не сказала мне, что он жил тут внизу. 3, 4, 5, 6, еще 7 персонажей. Еще столько же примерно. Конечно, мама просто хотела меня уберечь. Муляж окна, типа. Возможно, она боялась, что я кончу как Уолтер. Но если она так и не рассказала мне о дядюшке, жившем под нашим домом,
Могу только представить, что еще она от меня скрывала. Я не хочу повторять ее ошибки. И пытаться похоронить то, что... То, что еще живет. Сейчас, когда осталась одна я, точнее мы вдвоем. Я думала, что мне пора самой слышать все эти истории. И понять, что случилось с каждым. Но теперь я боюсь, что именно эти истории были проблемой. Может, мы слишком поверили в семейное проклятие и сами сделали его правдой. Даже не знаю, стоило ли мне все это записывать. Может, это лучше умереть вместе со мной. Но я подумала, что тебе следует знать о своей семье. Ведь ты тоже часть этих историй. Хотя, если честно, я растеряна не меньше, чем ты сейчас. Правдивы они или нет, но, думаю, герои этих историй в них верили. Ой, мне сейчас некогда сериалы смотреть. Блин, и капец, меня эта игра просто вымораживает. А когда смотришь на дом, на это сочетание воображения, упрямства и безумия, веришь во что угодно. Видимо, смерть так долго окружала нас, что мы к ней просто привыкли. Что за семья, если кладбище она закладывает раньше, чем начинает строить дом? Мне стыдно в этом признаваться, но на кладбище домашних питомцев мне стало еще неуютнее, чем там, где жили мои предки. Так там было. Среди хомячков 3 были моими, и 2 из них погибли по моей вине. Свен строил дом, а вот кладбищем занималась Эдди. Уверена, что памятник Одину был идеей Эдди. Моя мама всегда стремилась уехать, но Эдди никогда бы не рассталась с прошлым. В конце концов, она выглядывала из-под воды при каждом отливе. Так, посмотрим.
Эдди говорила, что старый дом снился ей каждую ночь. Что мы сейчас плыть туда будем? Мне всегда было проще понять точку зрения Эдди. Но чем старше я становилась, тем яснее мне было, почему мама была другой. Ее отец был достаточно строг, но это не помогло ему уберечь двух ее братьев, и она просто хотела... Я не успеваю дочитать. Она потеряла двух братьев, как и я, и мне ясно, почему она так отчаянно пыталась нас защитить. Теперь у меня столько вопросов, жаль, что я уже не могу задать их маме. Сейчас меня подозревают, что именно этого она хотела. Чтобы однажды я вернулась сюда и сама обо всем узнала. Впрочем, оглядываясь назад, если бы она предупредила, что придется так часто карабкаться вверх, я никогда не решилась бы на это на 22-й неделе беременности. Ага. 17 лет беременна? Что? Я же правильно все прочитала, чат? Я никогда не видела дедушку Сэма, но думаю, у него и моей мамы было много общего. Они оба были неспокойными. Вместо того, чтобы прятаться от смерти, Сэм, похоже, решил пойти ей навстречу. Дон обещает тебе незабываемые выходные. Да, конечно. Такое вспоминается на всю жизнь. Мне обязательно стрелять, это ведь охота, Дон. На охоте принято стрелять. А чё он не фокусируется? Не совсем. А, вот. Чего? Отлично. Да что, будет лить все выходные? Давай фотографируй. Эй, что за выражение? Okay, got it. Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad,
Let me get behind you. Марит, ты сейчас похожа на школьницу, которая не хочет лутера. But if you want to Блин, survive, Рамиль, you ну. need to be strong. Ой, Рамиль. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Great shot, Don! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Хватит, ну покажется. Сколько осталось? 1, 2, 3, 4, 5. Не, я отдыхать. Ну и жесть. Да. Спасибо за просмотр, я офф. Мне надо отдохнуть.